Малыш рождается без признаков жизни, и родители впадают в отчаяние. Но когда его младший брат берет его на руки, обнимает, и крик разносится по всей больнице, все падают на колени. Дэвид был в восторге от появления своего нового младшего брата. Мысль о том, что у него будет с кем поиграть, наполнила его сердце радостью. Он уже представлял, каково это — делиться своими игрушками и показывать ему тайные укрытия, о которых знал только он, помогая матери обустраивать детскую комнату. Дэвид спросил: «Мама, как ты думаешь, ему понравятся динозавры?» Рэйчел, которая была на 9-м месяце беременности, по дороге заканчивала складывать одежду для малыша, улыбнулась и ответила: «Я уверена, ему понравится все, что ты ему покажешь, Дэвид. Ты будешь самым лучшим братом в мире». Мальчик запрыгал от радости и начал планировать игры, в которые они будут играть, игрушки, которыми они будут делиться, и даже забавные имена, которые он даст игрушечным динозаврам. Внезапно Рэйчел положила руку на живот и почувствовала, как что-то шевелится. Малыш брыкался. На ее лице появилась улыбка, и она уселась в кресло рядом с только что собранной кроваткой. «Дэвид, иди сюда. Хочешь почувствовать, как твой младший братик брыкается?» Мальчик, не теряя времени, подбежал к матери. Он опустился на колени рядом с ней, положил руки на ее большой живот и прижался к нему ухом, пытаясь что-то расслышать. Однако после нескольких секунд молчания он нахмурился и прокомментировал: «Я ничего не слышу. Может быть, он спит». Внезапно Дэвид почувствовал что-то неожиданное на своей руке. Его глаза расширились от удивления, и он посмотрел на свою мать с широкой улыбкой. Он брыкался. Я почувствовал это. Похоже, он рад открыться. Ральф, отец семейства, торопливо вошел в комнату, поправляя портфель, и сказал: «Я снова опаздываю. Я просто зашел быстро попрощаться». Затем Рэйчел встала с кресла, чтобы поправить съехавший галстук своего мужа. И Дэвид посмотрел на своего отца глазами, полными предвкушения. Много ли времени пройдет, прежде чем родится мой брат? Мужчина тихо засмеялся, заметив беспокойство сына. Он ласково взъерошил волосы Дэвида и ответил: «Расслабься, чемпион. Он уже почти здесь. Беременность твоей мамы подходит к концу. Осталось всего несколько дней до истечения 9 месяцев. Совсем скоро он будет здесь, с нами». Внезапно Рэйчел с удивленным выражением лица положила руку на живот. Удар был сильнее, чем обычно, и она вскрикнула от боли. «Это был сильный удар», — сказала она, пытаясь скрыть дискомфорт. «Сердце». Ральф немедленно забеспокоился. Он нежно положил руку ей на живот и спросил: «Милая, с тобой все в порядке? Хочешь, я останусь и отвезу тебя в больницу?» Рэйчел глубоко вздохнула и улыбнулась, пытаясь успокоить его. «Мама, ты в порядке?» Однако ответа не последовало. Дэвид почувствовал, как у него скрутило живот, и побежал на кухню. Там он обнаружил свою мать, распростертую на полу, бледную и без сознания. «Мама, что случилось?» — спросил он, полный беспокойства, опускаясь на колени рядом с ней. Рэйчел медленно открыла глаза, пытаясь успокоить его, и сказала: «У меня кружится голова, сынок. Я потеряла равновесие и упала. Я не уверена, что произошло, но я неважно себя чувствую». Мальчик посмотрел на ее живот, и его сердце бешено заколотилось. «Мой братик скоро родится?» Рэйчел медленно покачала головой и ответила: «Нет, дорогая, у меня еще не отошли воды. Но, думаю, нам нужна помощь. Пожалуйста, возьми мой телефон и вызови скорую». Дэвид не колебался ни секунды. Он знал, где у матери хранится телефон, поэтому побежал к сумочке, висевшей в гостиной.
Его руки дрожали, когда он разблокировал устройство и набрал номер службы экстренной помощи. «Здравствуйте. Моя мама упала и плохо себя чувствует. Я думаю, это из-за ребенка», — дрожащим голосом сказал он оператору. Выслушав инструкции о том, как обеспечить матери комфорт до приезда парамедиков, Дэвид вернулся на кухню. Он снова опустился на колени рядом с Рэйчел, взял ее за руку и сказал: «Скорая уже в пути, мам. Все будет хорошо, я обещаю». Как только парамедики прибыли в дом, они обнаружили Рэйчел без сознания на кухонном полу, а рядом с ней очень расстроенного Дэвида. Они проверили жизненные показатели беременной женщины и осторожно положили ее на носилки, в то время как мальчик настоял на том, чтобы поехать с ним в машине скорой помощи. Тронутые его заботой, спасатели согласились. Во время поездки Дэвид не выпускал руку матери. Обеспокоенный, он спросил: «Что происходит с моей мамой? С ней и моим братом все будет в порядке?» Парамедики переглянулись, на мгновение заколебавшись. Казалось, никто из них не хотел говорить Дэвиду правду, пока один из них, наконец, не заговорил уклончиво. «Мы сделаем все, чтобы позаботиться о ней, чемпион. Не волнуйся, с твоей мамой и братом все будет в порядке». В больнице бригада медиков была наготове. Рэйчел срочно доставили в операционную. Дэвид попытался последовать за ней, но был остановлен медсестрами. Он умолял, в его глазах стояли слезы. «Пожалуйста, позволь мне поехать с ней. Мне нужно побыть с мамой и младшим братом». В этот момент подошла женщина в белом халате. Она опустилась на колени на уровне глаз Дэвида и улыбнулась, пытаясь успокоить его. «Здравствуйте, я доктор Эрика. Я знаю, вы волнуетесь, но в операционную могут входить только медицинские работники. Я обещаю, что мы будем очень хорошо заботиться о твоих маме и брате. Ты мне доверяешь?» Дэвид всхлипнул и неохотно кивнул. Доктор положил руку ему на плечо и продолжил: «А пока мне нужно, чтобы ты позвонил своему отцу и сообщил ему, что твоя мама здесь. Он должен быть здесь, с тобой». Ральфу не потребовалось много времени, чтобы прибыть в больницу так быстро, как он только мог, с колотящимся сердцем и мыслями, полными беспокойства. Как только он вошел в приемный покой, он увидел, что Дэвид безудержно плачет, сидя на стуле и не сводя глаз с двери операционной. Больше. Ральф опустился на колени, крепко обнял мальчика и попытался успокоить его. «Успокойся, сын мой. Мы принимаем все меры предосторожности. Это будет экстренная процедура, но у нас опытная команда. Вы сможете побыть с ней в родильной палате. Она в сознании, и ей нужно, чтобы вы были рядом. Однако вашему сыну придется подождать здесь, в приемной». Услышав это, Дэвид запротестовал, все еще со слезами на глазах. «Я здесь не останусь. Мне нужно побыть с мамой и моим младшим братом. Я нужен им». Ральф попытался успокоить мальчика, но Дэвид устроил скандал. «Папа, я обещал позаботиться о них. Ты не понимаешь. Я должен защитить маму и ребенка». Затем Ральф опустился на колени рядом с сыном, крепко держа его за плечи, и объяснил: «Дэвид, я знаю, ты хочешь заботиться о своей маме и младшем брате. И ты уже заботишься о них, потому что ты такой храбрый. Ты должен быть сильным и ждать здесь. Я обещаю, что позабочусь о них там. Как только твой младший братик родится, я прибежу, чтобы рассказать тебе. Доверься мне, хорошо?» После минутного колебания Дэвид медленно кивнул. Ральф поцеловал мальчика в лоб и передал его медсестре, прежде чем с тяжелым сердцем проследовать за доктором Эрикой в операционную. Когда он добрался туда, Ральф обнаружил Рэйчел измученной, покрытой испариной, которая тужилась, помогая ребенку появиться на свет.
Когда она увидела его, ее глаза наполнились облегчением. Она крепко сжала руку мужа, как будто один этот жест мог придать ей храбрости. «Я так рада, что ты здесь, Ральф», — пробормотала она слабым, но полным эмоций голосом. «Я бы не позволил тебе пройти через это в одиночку. Я здесь, с тобой, и скоро наш малыш будет у нас на руках», — ответил он, стараясь, чтобы звучать уверенно. Пока Рэйчел напрягалась, доктор Эрика и ее команда внимательно следили за ходом родов. Ральф остался рядом с женой, держа ее за руку и подбадривая. «Ты молодец, любовь моя. Еще немного, и у тебя все получится». Однако выражение лица доктора Эрики начало меняться, когда она посмотрела на матку и монитор. Напряжение, повисшее в воздухе, было ощутимым. «Что-то не так», — прошептала доктор, обращаясь скорее к себе, чем к кому-либо еще. Ральф отказывался уходить, но две медсестры удержали его и выпустили, пока он отчаянно плакал. «Не дайте ей умереть. Я умоляю вас». Дэвид сидел в приемной, с тревогой ожидая новостей. Как только Дэвид увидел приближающегося отца, по лицу которого текли слезы, он подбежал к нему. «Папа, мама, мой младший братик уже вышел. Он здоров?» Ральф попытался скрыть свое отчаяние, быстро вытирая слезы. Он не знал, что ответить, и решил не раскрывать всего. «Мама все еще рожает, сынок». Затем Дэвид крепко обнял Ральфа, словно желая защитить его. «Папа, не волнуйся. С мамой и моим младшим братом все будет в порядке. Пока это зависит от меня, я не допущу, чтобы с ними что-нибудь случилось». Мужчина крепко прижал к себе сына, тронутый решимостью мальчика. Вскоре после этого в больницу в спешке приехала Руби, сестра Рэйчел. Она подошла к Ральфу и Дэвиду. На ее лице было написано беспокойство. «Я приехала, как только узнала об этом. Как она? Руби, ребенок уже родился?» Ральф попытался ответить, но только покачал головой, не в силах подобрать слов. Руби почувствовала его боль и крепко обняла их. «Все будет хорошо, мы должны верить», — твердо сказала она, хотя ее глаза наполнились слезами. Со слезами. Они втроем остались там, обнявшись, объединенные надеждой, что Рэйчел и ребенок переживут этот критический момент. Через несколько мгновений в приемной появилась доктор Эрика, и по ее серьезному выражению лица было видно, насколько серьезной была ситуация. Ральф, Дэвид и Руби с тревогой посмотрели на нее, когда она подошла, чтобы сообщить печальную новость. «Доктор, как поживает моя жена?» Ральф спросил сдавленным голосом. Эрика глубоко вздохнула, прежде чем ответить. «Рэйчел борется, но ситуация очень деликатная. Отслойка плаценты вызвала сильное кровотечение, и у нее также начался гиповолемический шок. Вдобавок ко всему, ребенок находится в поперечном положении, что еще больше осложняет роды». При этих словах Ральфа охватил ужас. Он провел руками по волосам, охваченный отчаянием. «Боже мой, что это значит? Выживет ли она? И наш сын?» Эрика продолжила спокойным, но прямым тоном. «Мы делаем все, что в наших силах, но это сложный сценарий. Кровотечение нужно остановить немедленно, а ребенка нужно принимать немедленно. Существует реальная опасность для обоих. Вам нужно пойти со мной. Тебе предстоит принять важное решение». Пока Ральф шел за доктором по коридору, Дэвид вырывался из рук Руби, не в силах сдержать свое горе. «Отпусти меня. Я должен пойти с ними. Я нужен им». Он кричал, по его лицу текли слезы. Руби крепко обняла его, борясь с собственными эмоциями. «Дэвид,
Ты не можешь уйти, мой дорогой. Твой папа там, чтобы позаботиться о твоей маме и младшем брате. С ними все будет в порядке, я обещаю». Дэвид плакал и метался. «Нет, ты не понимаешь. Я дал обещание. Я должен спасти их». Дэвид, хоть и неохотно, но продолжал всхлипывать в ее объятиях, пока Руби шептала слова утешения. Тем временем Ральф и Эрика дошли до двери операционной. Прежде чем они вошли, доктор остановился, положил руку ему на плечо и сказал: «Ральф, я должен быть с тобой абсолютно честен, прежде чем мы войдем». Он посмотрел на нее с тревогой и ужасом. «В чем дело, доктор? Скажи мне». Эрика вздохнула, тщательно подбирая слова. Рэйчел перенесла тяжелый разрыв матки из-за отслойки плаценты и сложного положения ребенка. Внутреннее кровотечение вышло из-под контроля. Мы делаем все возможное, но, к сожалению, мы не можем спасти две жизни одновременно. Отец Дэвида застыл, широко раскрыв глаза. «Что? Нет, этого не может быть. Должен быть другой способ». Доктор покачала головой. «Мы бежим на опережение. Ты должен принять решение прямо сейчас. Если мы попытаемся спасти их обоих, то можем потерять их обоих. Тебе нужно сделать выбор: спасти свою жену или ребенка». Ральф почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Он провел руками по лицу, пытаясь осознать услышанное. «Как, по-твоему, я должен выбирать между женой и ребенком? Это невозможно. Я не могу этого сделать». Эрика продолжала смотреть на него, терпеливо ожидая, но понимая, что дорога каждая секунда. «Я люблю Рэйчел больше всего на свете. Она — любовь всей моей жизни. Я не могу представить свой мир без нее, поэтому я решил спасти свою жену». Доктор Эрика кивнула, понимая важность его решения. «Мы сделаем все возможное, чтобы Рэйчел полностью поправилась. Мне очень жаль, что так случилось с ребенком, Ральф. Ральф». Она вернулась в операционную, а Ральф, опустошенный и с отсутствующим взглядом, медленно направился обратно в приемный покой. Когда он появился, Дэвид и Руби выжидающе посмотрели на него. Руби сразу поняла. «Ральф, что случилось?» — спросила она встревоженно. Муж Рэйчел опустился перед ними на колени, по его лицу текли слезы, и взял Дэвида за руки. «Прости меня, сын мой, мне так жаль». Дэвид был сбит с толку, но выражение лица его отца говорило больше, чем можно было выразить словами. Руби поднесла руку ко рту, на глаза навернулись слезы. Она наклонилась, чтобы обнять Ральфа, чувствуя всю тяжесть этого решения. Несколько часов спустя Рэйчел проснулась в другой комнате подавленная, с полуоткрытыми глазами и растерянным сознанием. Постепенно до нее дошла реальность, и она почувствовала пустоту в груди. Она была слаба, но жива. Жизнь. Ее дыхание участилось, когда она поняла, что произошло. Вскоре после этого в комнату нерешительно вошел Ральф. Он подошел к кровати и нежно взял ее за руку. «Моя любовь». Он начал тихим голосом. «Я не мог потерять тебя. Я знаю, это был жестокий выбор, но я не могла рисковать и потерять тебя». Рэйчел повернулась к нему лицом. Несмотря на очевидную боль, она понимала. «Я знаю, мой дорогой, это было трудное решение, и я не виню тебя за это». Они оба плакали, пока в дверях не появилась Руби, держа Дэвида за руку. Мальчик отстранился от нее, как только увидел свою мать, и подбежал, чтобы крепко обнять ее. «Мама, с тобой все в порядке». Она погладила его по волосам и заверила его. «Я в порядке, любовь моя. Мама здесь, с тобой». Дэвид улыбнулся, затем огляделся.
Я хочу увидеть своего младшего брата сейчас. Где он?» Улыбка Рэйчел угасла, и она обменялась взглядом с Ральфом, прежде чем ответить. «Дэвид, твой младший брат попал на небеса. На этот раз его с нами не будет». Мальчик нахмурился, сбитый с толку. «Нет, мам, он должен быть здесь. Я обещал, что буду защищать вас обоих. Он не может уйти». Ральф попытался вмешаться, притянув Дэвида ближе. Ее. «Сынок, я знаю, это тяжело, но иногда события развиваются так, что мы не можем их контролировать». Мальчик, однако, покачал головой и настаивал, топая ногой по полу. «Нет, я хочу увидеть своего младшего брата. Я должна спасти его». Рэйчел снова заплакала, не в силах утешить его. Ральф обнял его крепче, опустившись на колени так, чтобы они были на уровне его глаз. «Дэвид, послушай меня. Твой брат всегда будет с нами, в наших сердцах. Физически его здесь нет, но он знает, как сильно ты его любила. А сейчас нам нужно позаботиться о маме, хорошо?» Настаивала Руби, скрестив руки на груди. Несмотря на это, Ральф и Рэйчел кивнули Эрике, которая поняла их решение. Она отошла и вскоре вернулась с ребенком, завернутым в белое одеяльце, осторожно передав его Рэйчел. Рэйчел. Она заплакала, увидев маленькое нежное личико сына, которого так хотела обнять. Ральф, стоявший рядом с ней, не мог сдержать слез. «Мне так жаль, Рэйчел», — сказал он хриплым от волнения голосом. Она осторожно вложила ребенка в руки мальчика. Он держал его со всей нежностью, какая только есть на свете. Его маленькие ручки обхватывали брата, словно защищая его от всего на свете. Он крепко обнял его, уткнувшись лицом в одеяло. Доктор Эрика, наблюдавшая за этой сценой, наклонилась и ласково сказала: «Дэвид, уделяй этому столько времени, сколько тебе нужно». Внезапно в комнате раздался крик. Все замерли, не веря своим глазам. Рэйчел дрожащей рукой держала Ральфа за руку, а Дэвид смотрел на ребенка у себя на руках со смешанным чувством шока и радости. Он плачет? Ральф запнулся, не в силах поверить в то, что видит. Доктор Эрика шагнула вперед, чтобы осмотреть ребенка. Это чудо. У него не было никаких признаков жизни. Но сейчас... Затем Дэвид осторожно передал ребенка обратно его матери. «Мама, я говорил тебе, что спасу своего младшего брата. Я говорил тебе, что защищу его». Рэйчел прижала ребенка к груди, заливаясь слезами радости, а Ральф обнял их обоих. Руби, которая до этого молчала, была ошеломлена, но в тот момент не смогла сдержать слез. Доктор Эрика, явно растроганная, взяла свой стетоскоп, чтобы осмотреть ребенка. С ним все в порядке, он сильный, здоровый. Я никогда не думала, что увижу такое. Она быстро позвала других врачей, чтобы те стали свидетелями чуда. Они начали проводить дополнительные обследования ребенка и помогать ухаживать за ним. Рэйчел и Ральф, измученные вихрем эмоций, крепко обняли друг друга, плача от облегчения и благодарности. Дэвид вскоре присоединился к ним, и Рэйчел погладила его по волосам. «Любовь моя, ты ангел. Ты спас жизнь своему брату». Ральф, задыхаясь, с любопытством посмотрел на сына и спросил: «Но как ты это сделал, сын мой?» Дэвид посмотрел на них, вытирая залитое слезами лицо, и сказал: «Перед его рождением я пообещал, что всегда буду защищать его, и теперь я собираюсь делать это до конца своей жизни». Тому, что произошло в той больнице, не было логического объяснения, только божественное. Бог услышал этого маленького мальчика, и его брат проснулся.
Казалось, малышу просто нужно было услышать сердцебиение своего брата, чтобы очнуться от глубокого сна. И именно это и произошло. У Руби не было слов. Она просто опустилась на колени, поблагодарила Бога, а также попросила прощения у Дэвида и его родителей за то, что они были против того, чтобы мальчик виделся со своим младшим братом. История Дэвида и малыша, который вернулся к жизни после того, как его брат обнял его, распространилась по всему городу, укрепляя веру и надежду каждого. И как и история Дэвида, у меня есть еще одна трогательная история, которую я хочу вам рассказать. Просто нажмите на видео, которое появится у вас на экране. Я буду ждать тебя там.